Привет, это Навальный. В наших тайных закромах давно лежит история про секретный рыболовный остров Дмитрия Медведева, бывшего премьер-министра, а сейчас просто скромного лидера партии «Единая Россия». Остров мы сняли еще в 2017 году, но не опубликовали. Почему? Нам не хватило доказательств. То есть мы сами ни секунды не сомневались, что целый остров с комплексом зданий действительно принадлежит Медведеву и подарен ему в качестве взятки олигархом Усмановым. Но для нас очень важно держать высокую планку доказательств. Вы нам доверяете, потому что мы никогда не врем, и наши доказательства всегда на 100%. Поэтому нам нужно было бы поехать на место и не просто снять объект, а найти людей, которые там работают, поговорить с местными. Ну а ведь до секретного острова так просто не доберешься. Сначала нужно ехать 1,5 часа на машине, потом 10 километров на лодке. Но у нас не было времени просто-напросто. В итоге мы все упаковали в папочку и отложили ее в дальний ящик. А теперь достаем. Потому что издание «Проект», спасибо им большое, не только тоже обнаружило этот остров, но и провело ровно ту самую работу, которую мы когда-то не смогли сделать. И вывод они делают такой же, как и мы. Остров принадлежит Медведеву, а куплен он на деньги олигарха Усманова. Проектовцы нашли строителя, который работал на даче Медведева. Строителю и его бригаде не доплатили, он расстроился и достаточно подробно рассказал обо всем журналистам, включая такую смешную деталь. В доме все делали под рост Медведева, и даже умывальники крепили на высоте гораздо ниже стандартной, и рабочие там развлекались тем, что фотографировались на фоне этих умывальников. Мы такую дачу у Медведева нашли. Но более того, мы даже нашли человека, который строил ту самую дачу Медведева. Заказчики, как нередко водится, его подвели и не выплатили гонорар за объект. Возможно, поэтому он захотел нам про него рассказать. Мы, понимали, что это делается для определенного рода заказчика. В отделке использовались дорогие действительно материалы. Рассказывали ребята, которые работали там с самого начала, там озеленители, например, то, что да, действительно, заказчик сам непосредственно был. Отказаться от таких работ, по всей видимости, нельзя. Почему? Потому что, вам, условно говоря, не в то, что в приказном порядке, а говорят, ты же специалист. Вот бери и делай. Выбирала все и утверждала все Светлана Медведева. Светлана Медведева как раз супруга нашего премьер-министра была. Она подписывала различные документы, она выбирала различные покрытия, там ковровые, различные половые, стеновые и так далее. На площадке царила атмосфера государственной секретности, у всех отбирали телефоны, не разрешали фотографировать. Приезжали еще какие-нибудь там важные люди, у нас забирали все телефоны и фотокамерами запрещали пользоваться. Местные жители рассказали проекту, что рядом с островом часто ограничивают движение лодок, перекрывают дороги и даже не разрешают выпускать пастись коров. Буквально все в этой области знают, когда Дмитрий Анатольевич изволил приехать порыбачить. А случается это часто. Медведев с завидной регулярностью прилетает в Астрахань и работать и отдыхать, например, вот смотрите, в 2019 году в местных СМИ прошла заметка о том, что Медведев прилетел в Астрахань праздновать свой день рождения. День рождения у него 14 сентября. Вот РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Медведева сообщает, что праздник он собирается отметить в кругу семьи. Ну а вот частный самолет Светланы Медведевой, о котором мы делали отдельное расследование, летит забирать кого-то из Астрахани на следующий день. Итак, сомнений никаких нет. Мы с вами возвращаемся в осень 2017 года и смотрим, как выглядит таинственный остров Дмитрия Медведева. Дороги в это место не ведут. Мы в Камызякском районе Астраханской области. Это южная часть региона, дельта Волги. Лучшее место для рыбалки в России, а возможно, что и в мире. Человеку, который не обладает собственным вертолетом или не может найти лодку, сюда не попасть. Дорог в радиусе 10 километров не найти. Вы видите реку Гандурина и некогда дикий остров, ландшафт которого полностью поменялся по воле Дмитрия Медведева. Теперь тут скрытая от посторонних глаз рыболовная VIP-база. Площадь участка 27 гектаров. На острове справа находятся технические сооружения, а слева непосредственно место рыбацкого VIP-отдыха Дмитрия Медведева. Летим прямо к искусственному проливу и сразу видим, что лидер «Единой России»
большой поклонник баньки. Не отказывает себе в удовольствии и тут. Первое и самое большое здание на базе называется бассейн СПА. Его площадь 2128 квадратных метров. Вот от него идет мосточек. Прямо в воду можно выбежать из сауны и прыгнуть прямо в реку. Главное не поскользнуться. Дальше видим главный дом, повторяющий формой береговую линию. В здании 3 крыла, соединенных галереями. Общая площадь 1668 метров. Прямо перед ним небольшое здание на воде. Там, наверное, хранятся рыболовные снасти. Еще замечаем 100-метровую летнюю кухню. Надо же где-то пожарить свежепойманного на реке судака. Дальше гигантская вертолетная площадка 50 на 50 метров. За ней 8 гостевых домов, каждый по 225 квадратных метров. Площадку справа за 2,5 года, прошедших с момента съемки, сейчас застроили. И там стоит 1150-метровый ресторанный комплекс для гостей. Неказистое здание впереди, 670-метровый блок обслуживания. Должна же где-то жить многочисленная прислуга и охрана. Наискосок через пролив сейчас построили новый 500-метровый банный комплекс. Там же недалеко несколько хозяйственных строений и ангар для лодок площадью 320 квадратных метров. Сколько стоит вся эта красота в Астраханской глубинке, оценить легко, хотя и сравнивать не с чем. Просто не существует сравнимых объектов вообще. Но нам повезло. Цену мы можем увидеть из отчетности кипрской компании, финансировавшей проект. На его реализацию они выделили 63 миллиона долларов. По сегодняшнему курсу около 5 миллиардов рублей. Теперь про Алишера Усманова, дерзкого видеоблогера, который любит поливаться и возбуждать заказные уголовные дела против нашего фонда. Тьфу на тебя, Алексей Навальный. Давайте обсудим, почему его прямо сейчас можно отправить на скамью подсудимых вместе с лидером «Единой России» Медведевым. Тьфу на тебя еще раз. Издание «Проект» связывает офшор, на который оформлена база, именно с Усмановым, его сотрудниками и номиналами. Там действительно прослеживается достаточно четкая связь. Но нам все эти косвенные связи и оговорки не нужны. Мы уверены, что офшор, на который оформлена эта дача, контролируется и принадлежит Алишеру Усманову. Смотрите цепочку. Ее специально усердно запутывали, но мы сейчас разберемся. Земля принадлежит российской компании. Российская компания принадлежит кипрскому офшору. Кипрский офшор принадлежит другому кипрскому офшору. Этот, в свою очередь, принадлежит фирме с острова Мэн. А эта фирма с острова Мэн еще одной фирме с острова Мэн. Последнее звено – анонимный траст. Там же, на острове Мэн. Знали бы астраханские коровы про этот юридический замес. Так вот, видим анонимный траст. Тупик? А вот и нет. Обратите внимание, 3 последние компании в цепочке управляются одной и той же фирмой – Bridgewaters. Это специальная управляющая компания, которая эти фирмы и создала, и контролирует. Она предоставляет директоров, сдает отчетность, занимается непосредственным управлением. И эта управляющая компания принадлежит Алишеру Усманову. Об этом стало известно благодаря очередной офшорной утечке. Британский BBC публиковал документы, переписку, из которой следует, что Усманов купил целиком эту управляющую компанию, чтобы с помощью нее управлять своими активами. И, конечно же, избегать всяких проверок и юридических проволочек. Ведь именно там хранятся списки настоящих бенефициаров, анонимных офшоров и слепых трастов. Обычно такие компании обязаны проверять законность и происхождение средств своих клиентов. Следить, чтобы соблюдалось законодательство, не отмывались деньги и так далее. И поэтому Усманов купил себе такую фирму и теперь сам себя проверяет. Это очень удобно. Алишер Усманов честный предприниматель, честный человек прежде всего. Этот самый Bridgewaters занимается делами и USM Холдинга, основного актива Усманова, и Металлоинвеста, и даже фирма, которая владеет лондонским поместьем Усманова, тоже оформлена на Bridgewaters. Ровно таким же образом, как и Астраханская рыболовная база. И это, я напоминаю, второй супердорогой объект недвижимости, который куплен Усмановым, а пользуется им Медведев. Про первый, усадьбу в Знаменском на Рублевке, мы рассказывали в фильме «Он вам не Димон». Тот дом за 5 миллиардов Усманов просто подарил подставному фонду Медведева. Здесь сделали чуть поумнее, проложились 4 офшорами, но суть не поменялась. Рыбачит на астраханской даче Медведев.
Я рыбу приехал ловить, понимаешь? Большую такую, большую рыбу, понимаешь? И это взятка, которую лидер «Единой России», который работал и президентом страны, и премьер-министром, получил от олигарха. Уверен, что вас это раздражает точно так же, как и меня. Реальный наш ответ, в котором может участвовать каждый – уничтожение партии «Единая Россия». Записывайтесь в умное голосование, наш общий проект, придуманный для того, чтобы топить единороссов и помогать их конкурентам. Распространяйте этот ролик, агитируйте друзей и знакомых. И подписывайтесь на наш канал «Здесь говорят правду».